Думаю, что пришло время обсудить будущие планы Konami на контент для eFootball, контент ближайших месяцев, ибо чем еще можно заниматься в этой игре, кроме как не обсуждать свои собственные домыслы, а потом разочаровываться, что они не воплотились в жизнь, не так ли? В любом случае, какая-никакая пища для размышлений имеется, ибо мы имеем общее представление о том, какое же развитие дел у Konami в преддверии того же самого Мундиаля и празднования 9-летия мобильной версии eFootball, поэтому обо всем этом и не только предлагаю поговорить в сегодняшнем видео. Апрельское глобальное обновление уже здесь, а вместе с ним и крутые наборы в eFootball. Но что делать, если монет недостаточно, но в то же время ты не знаешь, где можно их приобрести или где можно пополнить стимовский аккаунт? Не стоит переживать, ведь есть донатов нет. Больше не нужно задумываться о пополнении по адекватным ценам, ведь именно здесь вы сможете пополнить свой Steam аккаунт или приобрести монеты для eFootball Mobile, точно так же, как и пополнить любую другую мобильную игру. Все собрано на одном сайте и с самыми лучшими ценами, и можете быть уверены, что сможете пополнить свой баланс быстро, выгодно и безопасно. Для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. Также на сайте присутствуют бесплатные ежедневные раздачи. Лутай D-Coin и сразу пополняй любимые игры. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. Стоит начать с того, что каких-то прям откровений не планируется, ибо сами Konami расписали своего рода дорожную карту на ближайший месяц в плане кампаний и, соответственно, в плане контента тоже. И, как вам всем наверняка известно, уже в мае, середины 5-го месяца, нас ожидает кампания в честь 9-летия мобильной версии eFootball. В принципе, оно неудивительно, учитывая, что из года в год Konami своим традициям не изменяют и каждый год празднуют день рождения мобильной версии. Как правило, эти кампании получались достаточно щедрыми, когда речь заходила про раздачу карточек, ну и в принципе то, ради чего стоило бы заходить в eFootball. Однако, как недавно заявил Ренан Гальвани, единственный и неповторимый, Konami начнет подготовку к контенту для Мундиаля сильно заранее. Не за неделю до начала турнира, а, судя по всему, за месяц. Это не означает, что уже в мае стартует кампания в честь чемпионата мира, но, судя по всему, в начале месяца мы увидим контент, который непосредственно завязан с национальными сборными, и на это как раз-таки намекают и другие анонсы со стороны Konami, ибо в последнем eFootball Connect перед глобальным обновлением 5.4.0 Konami анонсировали, что они готовят опрос среди игроков, так сказать, выбор шоу-таймов на усмотрение аудитории, как это было, например, в случае с новогодними шоу-таймами, когда мы выбирали тройку Хьюсейна, Решфорда и Кевина Де Брюйне. Тут, по сути, такая же ситуация. В апреле игроки должны определить то ли тройку, то ли четверку игроков, которые появятся в шоу-таймовском наборе. От Германии, Турции, Нидерландов и так далее. Тогда как сами эти игроки, которых мы выбираем, появятся только в мае. И вот здесь начинается самое интересное. Непонятно, когда именно будут раздавать этих игроков. То ли на 9-летие мобильной версии eFootball вместо привычных нам эпиков, или же до начала кампании в честь 9-летия, как раз таки возвращаясь к словам Гальвани о том, что в начале мая, за месяц до чемпионата мира, нас ожидает некоторый контент, связанный с этим событием. И было бы хорошо, если бы имело место быть именно второй вариант, потому что если Konami решат раздавать подобных шоу-таймов вместо каких-нибудь эпических игроков на день рождения мобильной версии, то, как мне кажется, это какая-то несоразмерная раздача, потому что шоу-таймов они, скорее всего, сделают не такими уж и сильными, тогда как в рамках раздачи эпических игроков Konami нередко раздают игроков из донатных наборов, а это значит, либо по цифрам, либо по своей модельке они уже будут чувствоваться поинтереснее и даже посильнее, чем те же самые раздаваемые шоу-таймы. Во всяком случае, поживем, увидим, в любом случае нас ожидает много контента на ближайшие несколько месяцев, потому что вот апрель мы снимаем оставшиеся сливки после глобального обновления, потом в мае у нас вот приготовление к чемпионату мира и кампания в честь 9-летия мобильной версии eFootball, ну и в июне, как мы все с вами знаем, чемпионат мира и тематическая кампания, поэтому в любом случае будет весело.